очень проницательный человек. Лишний раз не рефлексирует. То, что я захотел получить, я уже это однозначно получу. Верхняя губа тонкая, а нижняя развита. Уровень эмпатии уже понижается. Считает, что у него есть определенное место в обществе, недополучил признание. Постоянно его мотивирует. Очень сильно пострадал от любви. Учитывая уровень амбиций, будет продолжение. Приветствую. Меня зовут Александр Иванов, я физиогномист и психолог. И в этом видео мы составим психологический портрет Саймона Леваева, более известного как аферист из Тиндера, опираясь на черты его лица. Собственно, данная технология называется физиогномика. Что такое физиогномика, вы можете увидеть по ссылке, которая появится вот здесь в углу. В результате этого разбора мы сможем понять, почему он так долго, эффективно и умело обманывал девушек на огромные суммы денег. И самое главное, мы поймем, что же его мотивировало, что же им двигало, когда он это делал. Ну что ж, погнали. Итак, изначально нам для разбора необходимы разные фотографии, где мы можем увидеть его пропорции лица, различные характеристики. Начнем мы с зоны сознания. Почему? Потому что здесь это то, что всегда рекомендуется начинать с того, что наиболее проявляется, что ли, или наиболее отходит от нормы. Давайте выберем фото. Вот. Обратите внимание. Итак, у молодого человека довольно-таки высокий, довольно-таки прямой лоб. Это уже признак хорошего интеллектуального потенциала. Но вот эти шишечки, вот они здесь, так называемые шишки эвристики. Это те зоны, которые проявляются тогда, когда у человека сильнейший интеллектуальный потенциал, когда он может решать задачи вне коробки, вне ограничений. Собственно, он всегда найдет выход из ситуации. У него нет, скажем так, интеллектуальных каких-то ментальных ограничений в плане решения задач. Идем дальше. И что мы видим? Обратите внимание, носогубный желобок. Очень хорошо структурирован и невысокий. Это очень проницательный человек. Это человек очень чувствующий. Это человек, четко понимающий ситуацию на все 100%. Провести его, обмануть крайне сложно. И когда мы видим такую комбинацию интеллекта и интуиции, это уже очень сильно. И понимает, и просчитывает, и подсознательно каким-то непонятным образом понимает, что на самом деле и какой ход необходимо сделать дальше, чтобы быть в дамках, чтобы победить. Плюс прямая переносица. Вот эта зона от сознаний, от идей к действиям. Человек лишний раз не рефлексирует, лишний раз не переоценивает, лишний раз не обдумывает, не просчитывает от неуверенности какой-то. У него есть идея, у него есть проверка, у него есть желание, у него есть реализация. Да, есть какой-то план, сразу же есть действие. То бишь люди с прямой переносицей — это люди действия. И в принципе важно понимать, что в физиогномике зона сознания, вернее зона переносицы и носогубный желобок — это два критически важных момента. Почему? Потому что, по сути, это такие мостики между зоной сознания, контакта и действия. Здесь везде все может быть классно, но если не сложилось в этих мостиках, собственно, информация уже будет двигаться не наилучшим образом, и будут проблемы у человека. Собственно, он может быть мега умным, мега сильным, но он будет постоянно на ручнике. Или он будет сильным авантюристом в плане... Да, авантюристом. Он не будет понимать, что и зачем он делает до конца. Окей, собственно, здесь уже сильнейшая сборка, но это нам еще не объясняет. Тут как бы мы видим, что человек талантливый, да, деятельный, был бы хорошим предпринимателем в любом виде деятельности, скорее всего, в любом. Но важнее в интеллектуальном, он действительно был бы хорош. Идем дальше. Самое интересное у нас еще впереди. Что нам необходимо отметить? Нам необходимо отметить, давайте прямо здесь посмотрим, носогубная складка. Обратите внимание, как она красиво заходит в рот. Носогубная складка — это вектор нашей жизнедеятельности. Она бывает, она может идти далеко от рта, может идти на подбородок, она может идти сюда на мышцу депрессор. Но если она заходит в рот, это уже практичность, далее возможная прагматичность и далее возможная меркантильность. Собственно, обычно необходимо 4-5 различных других характеристик на лице соединить, чтобы получить максимальную меркантильность. Но, собственно, здесь мы видим очень хороший заход. И мы могли бы посчитать, просто человек действительно занимается бизнесом, потому что у предпринимателя это нормально, для предпринимателя это хорошо. С другой стороны, недавно для меня было открытие, когда я делал физиогномический разбор Вячеслава Комиссаренко, стендапера. Смотрю на его интервью у Дудя и вижу, как у него носогубная складка
четко заходит в рот. И в этот момент у меня были огромные сомнения. Думаю, нет, это какая-то другая история, это какая-то другая морщина. Свет неправильно падает. Но не может быть, чтобы Комиссаренко, делая такой стендап, вот был прям вот таким практичным товарищем или прагматичным. Но на фразе про купленную квартиру на Арбате, и пока все другие покупали кроссовки и курточки, я откладывал деньги для этой квартиры, все стало понятно. Я ж бережливый. Куртка, потом квартира. У меня между курткой и квартирой ничего нету. Поэтому я и купил квартиру. Нос ищет только то, что можно положить в рот. Плюс, тоже интересная морщина, обратите внимание, давайте мы увеличим здесь. Это так называемый удлинитель рта. Собственно, он идет тогда, когда человек захватывает много. Когда он захватывает больше, чем было суждено по его природе. Собственно, это такая очень сильная характеристика, которую видно только на этой фотографии. То бишь, по факту, из этих двух моментов у нас нет сомнений в том, что этот человек как-то может быть опасен. Да, он прагматичен, да, у него действительно большой захват, но вроде как для сына миллиардера, алмазного короля, это тоже может быть нормально. Окей, идем дальше. Рот и губы. Что здесь не так? Рот маленький. Рот маленький — это о чем? Я захватываю только самое лучшее, самое ценное, самое классное. Я крайне избирательный, крайне переборчивый, возможно, капризный в плане выбора. И то, что я захотел получить, я уже это однозначно получу. Нет вариантов таких, что эта вещь от меня куда-то уйдет или кто-то другой ее заберет. Но если кто-то это попытается забрать, я буду мстить, и мстя моя будет страшна. Собственно, люди с маленькими ртами — это люди, которые не берут все подряд, они берут самое-самое ценное. И тут появляется вторая характеристика интересная, которая проявляется как скрытность, хитрость. Почему? Потому что эти люди не могут себе позволить открыто заявить о своих намерениях и целях. Вдруг кто-то другой, например, захотел там какую-то дорогую ручку, да, и вот их всего пару штук, никому не скажет, эту ручку приобретет и только потом этим поделится, да. Вот как работают обладатели маленьких ртов. Они идут к цели ниже травы, тише воды и максимально скрытные. Если мы соединим эту характеристику с носогубным желобком и с пропорциями носа, мы поймем, что этот товарищ, который умеет петлять между каплями, очень эффективно. Очень эффективно. Это важный момент. Интуиция всегда круче интеллекта. А когда интеллект и интуиция соединяются вместе, получается мега крутая комбинация. Губы. На самом-то деле у него верхняя губа тонкая, а нижняя развита. Собственно, это подколотая губа. И если мы говорим про комбинацию верхняя губа тонкая, нижняя развита, это о чем? Нижняя губа — это про бизнес, это про карьеру, это про дела. Человеку постоянно интересно быть в делах каких-то. Он может быть хорошим отцом, он может быть хорошим супругом или супругой, но всегда круглые сутки будет думать о работе, да, такой карьерист. Если же говорим про верхнюю губу, это эмпатия к людям. Да. Чем меньше она выражена, тем меньше у человека естественной эмпатии. Это не значит, что он злой, это не значит, что он плохой, но уровень эмпатии уже понижается. И тут важный момент. Собственно, если мы вернемся к его аферам, да, к его роду деятельности, то, что он делал, это не может никоим образом сочетаться с нормальной эмпатией. Ну, собственно, нормальный, наверное, не нормальный, но в общем и целом человек, который по-настоящему сочувствует другим людям, он так не может поступать. Тут важный момент. Не все люди с верхней тонкой губой, да, это аферисты, которые не любят других людей. Или что вы там себе подумали. Но я говорю о том, что совокупность этих черт лица, совокупность этих характеристик, она приводит к этой картине. Мы подошли к самому интересному. Собственно, обратите внимание, вот этот каскад, он и по центру выпирает. Собственно, у нас здесь по центру тоже есть шишка. Она не отдельная, она идет вместе с шишками эвристики. Тем не менее, это зона эго-амбиций. То есть здесь мы видим человека крайне амбициозного. Тот, который считает, что у него есть определенное место в обществе, в социуме, да, и он должен получить определенную долю признания.
Плюс к этому, это уже сильная история. И плюс к этому мы видим глаза, которые опускаются в форме Пьеро. Обратите внимание, глаза идут вот таким образом, под углом. Это человек, который недополучил признания. Это человек, которому крайне важно, чтобы его признали, похвалили. И когда эти это разные вещи. Собственно, это две вещи про внешнюю референцию, да, одна больше про амбиции, а другая просто про поглаживание по голове. Но вместе они соединяются и дают человеку сильнейшую потребность во внешней референции. Собственно, он должен быть признан, он должен быть хорош, и это то, что постоянно, еще раз говорю, постоянно его мотивирует. И самый интересный момент, к которому мы подходим. Здесь мы видим морщину Венеры. Это первая морщина, которая идет от бровей. Давайте я ее отдельно выделю, чтобы вам было лучше видно. Примерно так она идет. Эта морщина проявляется у человека тогда, когда он прожил сильнейшие чувства в любви или в дружбе. Собственно, когда он по-настоящему испытывал любовь или когда он по-настоящему страдал от любви. И казалось бы, ну человек, который так себя ведет, он не может любить кого-то. Это ненормально. Здесь мы не видели этого в фильме от компании Netflix. Но, обратите внимание, эта морщина, она поднимается вверх. То есть это морщина непризнанного эго. И учитывая эту характеристику, я уверен, что в какой-то момент Саймон Леваев очень сильно пострадал от любви. Собственно, он был влюблен, его не признали, что-то пошло не так. Возможно, тогда у него не было денег или еще что-то подобное произошло. Но на почве этого он начал мстить другим девушкам. И одно зацепилось за другое, и он стал аферистом из Тиндера. Если меня смотрят профильные психологи, пожалуйста, поделитесь вашим мнением, согласны ли вы со мной, похоже ли это. Есть вторая гипотеза, он может мстить своей сестре, старшей сестре. Но из того, что я вижу по этим чертам лица, и из того, что я видел из фильма «Аферист из Тиндера», по-моему, картинка сходится на все 100%. А что же дальше? Учитывая уровень амбиций, учитывая уровень нереализации, постоянной потребности в признании, будет продолжение. Это будет или какое-то шоу, или, я не знаю, что-то, но это будет что-то очень публичное, что-то масштабное. И он абсолютно не будет страдать от угрызения совести. Нет, точно так же, как и Джордан Белфорд, он продолжит в новом обличии, воспрянув из пепла. На этом разбор Саймона Леваева подошел к концу, но это еще не конец всей истории. Ведь есть еще 3 девушки, которые организовали поимку Саймона Леваева, и с точки зрения физиогномики там есть о чем поговорить. И если это видео наберет 1000 просмотров, я сниму отдельное видео, где сделаю физиогномический разбор всех 3 девушек. Я бы хотел узнать ваши мысли касательно Саймона Леваева. Пожалуйста, напишите их в комментариях. Если у вас есть вопросы, тоже пишите их туда, я обязательно отвечу. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы больше не пропускать физиогномические разборы известных людей. Увидимся в следующем видео.